Одной из отличительных особенностей eFootball можно назвать тот факт, что с каждым новым сезоном составы не обнуляются, и по сути все, что собрали игроки до этого, остается при них, за редким исключением, если игроки в целом исчезли из игры, или это были стандартные карточки за стандартную валюту, в виде тех же ГПшек. Однако разговоры об этом поднимаются крайне редко, но если так призадуматься, то именно эта особенность является скрытой угрозой всех последующих обновлений eFootball. И эта самая проблема простирается вдоль eFootball 2024, и к обновлению до 25 части рискует стать еще большей, о чем сегодня и предлагаю поговорить. Рад вас приветствовать на канале Реалистик PES, не забывайте про привычную активность в виде лайков и комментариев, ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Итак, в чем же суть? Начнем издалека. Еще с момента первого обновления eFootball, а именно до версии 1.0.0, мы так или иначе стали обустраивать свои онлайн-составы. Кто-то получил легендарные карточки на старте, кто-то потом вылавливал их из отдельных паков, ну и в общем, мало-помалу составы начали обустраиваться, усиляться, и в общем-то у большинства игроков стало на самом деле немалое количество разнообразных легенд. И уже к моменту релиза eFootball 2024, если вы обратите внимание на эпические биг-тайм карточки, то во многом заметите повторяющихся футболистов и по сути повторяющиеся карточки. Только лишь с различием, что у новых карточек появился буст. И это одна из моих претензий к обновлению до 24 части, а именно то, что Konami не предоставляют список новых легенд, а если и предоставляют, то мало-помалу, на каждый новый сезон только там по одному, по два новых футболиста. В то время как продолжают каждую новую неделю выпускать новые эпические паки, просто повторяя одних и тех же игроков, только добавляя для их карточек бусты. И если сравнить их предыдущие версии, те же самые эпические версии без буста и с бустом, то разница несущественная. Но при этом время от времени появляются карточки, чей рейтинг переваливает за целых 102 пункта, за 101 пункт. Некоторые скиллы также повышаются до значения 100 пунктов. И из этого происходит небольшой, скажем так, дисбаланс. И в этом заключается основная проблема будущего обновления до eFootball 2025. Что делать с такими карточками? Что придумают Konami к будущему обновлению? Грубо говоря, сейчас они продолжают выпускать те же самые старые карточки, только с бустом. Что они будут делать следующей осенью с релизом eFootball 2025? Выпустят новые карточки с новым бустом? Ну хорошо, допустим, эту проблему еще плюс-минус можно как-то преодолеть. Но даже если так, если не придумают какие-то новые виды карточек с новым бустом, то рискует получить продолжение следующая проблема, о которой я также успел вкратце упомянуть. Те же самые рейтинги. В таком случае рейтинги футболистов будут переваливать за нынешние 100 пунктов. И к середине 25-й части футболисты с рейтингом 105, например, 110 вообще не станут для нас откровением. И игра по сути превратится в нечто подобное, что наблюдают игроки в FK Mobile, когда еще во времена той же FIFA Mobile у игроков были рейтинги там и 110, и 115, ну может быть не именно такие значения, но они были плюс-минус похожими. И нечто похожее мы рискуем получить в eFootball, если Konami не пересмотрят свой подход. Но казалось бы, хорошо, давайте тогда обнулим составы, чтобы избежать повторения карточек, возможно повышения и преодоления планки нынешних рейтингов, но тогда возникает другая проблема. А что делать с донатерами? Возможно, кто-то с этим смирится, потому что, ну, разработчики так сказали, хорошо, мы принимаем. А кто-то будет по-настоящему возмущаться, ведь как так, мы влили столько денег в эту игру, а она даже наполовину не готова, и при этом вы забираете у нас карточки, на которые мы потратили реальные деньги. А поэтому к будущему обновлению до eFootball 2025 будет крайне интересно пронаблюдать за тем, как же Konami будут выпутываться из этой не самой простой ситуации. Конечно, даже для таких обстоятельств можно просто применить тактику тарана и просто продолжать следовать своему пути, по которому они сейчас идут, а именно выпустить новые карточки с новым бустом и опять же увеличить потолок рейтингов. Но очевидно, что ни к чему хорошему это не приведет. А поэтому баланс и играбельность будущего обновления до eFootball 2025, как по мне, стоит под угрозой. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Обязательно пишите в комментариях под этим роликом, замечали ли вы проблему с рейтингами в последнее время, в целом чувствуется ли какой-то инбаланс между некоторыми составами, буду рад узнать об этом в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые в описании, ну и про этот канал тоже не забывайте. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. До скорых встреч!